боли в стопах, то с одной стороны, то в другой, а также стягивает сухожилия над пяткой сзади стопы. Спасибо большое. Вы сейчас описали заболевание, которое может быть полинейропатией. Это может быть заболевание атеросклероз нижних конечностей. Он правильно называется артериосклероз. Как правило, это является следствием заболеваний либо неврологического характера, либо артериального характера. И, как правило, это всегда имеет одну первопричину – ожирение, которое было сформировано на фоне заболевания сахарный диабет второго типа. Если вы сейчас возьмете свой живот и у вас под вашими руками будет складка, которую вы ощущаете, и она большая, то есть она вмещается в ваши руки, знайте, ставите тире и пишите, у вас будет повышен титр инсулина. И скорее всего будет увеличен немного индекс НОМа. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что у вас будет подниматься холестерин, а также у вас будут происходить заболевания сосудов по принципу атеросклероза. Также начнут формироваться атеросклеротические новообразования где-либо, что в дальнейшем может привести к обширному атеросклерозу, заболеваниям окклюзии, стеноза сосудов, а также может происходить по принципу ухудшения общей деятельности сердца и может быть фактически первопричиной заболеваний сердечных, в том числе гипертензии, нужно по-русски говорить, увеличение давления или ухудшение работы аорты, сердечно-легочной или сердечно-сердечной и так далее. Там общее ухудшение коронарной деятельности сосудов, коронарных сосудов мозга и сердечных сосудов. Ну и о чем нужно знать? Первое, запомните, в случае, если такое происходит, как вы описали у мужа, необходим эндокринолог и все-таки проверить, болеет ли он заболеванием сахарный диабет второго типа и начать применять препараты от сахарного диабета второго типа, которые называются, там их целый ряд, там есть метформин, глюкофаж и так далее. Или аналоги. Из своих препаратов я рекомендую использовать ряд препаратов. Первый препарат, который, по моему мнению, может быть чрезвычайно эффективен при данных проблемах, это препарат гликоцитрохромин. Очень давно исследования, в том числе в мировой системы здравоохранения, провели исследования, которые указали на то, что в эффективности расщепления инсулина и жировой клетчатки участвуют определенные вещества, среди которых на первое место можно поставить условно вещества с высоким содержанием одновалентного и двухвалентного хрома. Прошу не путать. Хром четырехвалентный, он является ядовитым веществом. Одновалентный и двухвалентный хром может быть использован в виде определенного вещества. Я такое вещество создал, оно называется гликоцитрохромин. Данное вещество является цитратом хрома, наноаквахилатом хрома, растворенным в цитратной жидкости грубо, которое я рекомендую использовать в ходе похудения и в ходе эффективного лечения заболевания сахарный диабет второго типа. Как принимать? Он выпускается в двух видах. Первый вид — это аэрозольный вид, который может устранять у человека подъем глюкозы, также уменьшать количество жировой клетчатки. Использовать его необходимо 3-6-10 раз в день, просто орошая периодически ротовую полость. Это уникальное вещество, очень действительно быстро худеешь, результат такой потрясающий. На фоне его приема перестают врастать ногти на ногах и так далее. Также мощнейшее средство от атеросклероза. Второй препарат, он же, который называется гликоцитрохромин, я его рекомендую использовать так. Столовая ложка на литр воды. Пить на протяжении дня вот этот литр или 1,5 литра. Можно минеральный, даже лучше минеральный, или обычный. Берете 1 столовую ложку гликоцитрохромина и начинаете принимать. Первое. Великолепное средство, чтобы похудеть. Второе. Устранить сахарный диабет. Третье. Убрать ожирение в самых труднодоступных местах. То есть это воротниковая зона, это поясничная зона, это бедра и так далее. То есть это, естественно, если вы все это время не откажетесь от алкоголя и будете в дальнейшем нагонять употребление углеводов, то, конечно, применение данного препарата оно будет просто бессмысленным. Поэтому быстрые углеводы, конфеты,
конфеты, печенье, сахар, мед. Это по возможности нужно устранять из рациона питания. Ну и, конечно, прежде всего любые алкогольные напитки. Так как я считаю, что прежде всего и хуже всего, и более всего человек подвержен формированию атеросклероза конечностей как раз из-за применения даже в небольших дозах алкоголя. Причем самые опасные виды алкоголя — это прежде всего на первом месте коньяк, второе — это пиво, это бренди всевозможные, то есть напитки с добавлением глюкозы. Я считаю, что делать этого не стоит, не совершайте таких ошибок. Следующее, второй препарат, который может помочь избавиться от того, что вы написали, то есть там сосуды, ноги болят, то левая ступня, то правая. Это препарат, который широко используется в эндокринологии, он называется альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота, ее можно сравнить с веником, который выметает любые бляшки, любые белковые отложения, любые там холестериновые какие-то поражения, которые происходят в интиме сосуда. Интима — это внутренняя поверхность сосуда. И успокаивая, замедляя разрушение, замедляя увеличение данного сосуда, расслаивание, появление внутренних мальформаций с дальнейшим накоплением холестерина. То есть это все устраняется в случае, если человек принимает альфа-липоевую кислоту. Рекомендую людям и с нейропатией, и с полинейтропатией. При сахарном диабете первого типа, как осложнение, при осложнениях сосудистых, при сахарном диабете первого типа, при сахарном диабете второго типа, дабы устранить атеросклероз конечностей, рекомендую использовать альфа-липоевую кислоту. Также рекомендую всем людям, у которых есть проблемы сосудистого характера, любой формы, как препарат, способный эффективно и очень быстро, существенно улучшить общее состояние. Каким образом принимается альфа-липоевая кислота? Кстати, данная кислота, она не формируется в нашем организме самостоятельно, но наш организм с благодарностью ее воспринимает, принимает и, в общем-то, пользуется ей. Данная аминокислота синтезирована, и почитать больше о ней информации вы сможете, просто перейдя в Википедию. Альфа-липоевая кислота. Применяйте ее. Работает она исключительно в случае, если человек хочет кушать, то есть в случае, если у человека падает глюкоза в крови. Если вы поели и не испытываете голода, никогда не принимайте альфа-липоевую кислоту. Почему? Она не усваивается. Альфа-липоевая кислота может усваиваться в организме человека только в одном случае, если в крови низкая глюкоза.